Очередным пунктом моего маршрута стал город Чиатура. Это промышленный город, жизнь которого строится на добыче и обогащении марганцевой руды. У этого города есть одна очень интересная особенность. Он расположен в ущелье и со всех сторон окружен горами и отвесными скалами. Поэтому главным средством передвижения для горожан служат не трамваи и троллейбусы, а канатные дороги, которых здесь в разные годы насчитывалось до 17 штук. Строительство и проектирование этих канатных дорог велось в 50-е годы 20 века, а все оборудование с тех пор не подвергалось серьезной реконструкции, но при этом безотказно работает уже более 60 лет. В 10 километрах к западу от Чиатуры располагается очень интересная достопримечательность – столб Кацхи. Это 40-метровый известняковый столб, на вершине которого расположен монастырь, в котором живут несколько отшельников. С древнейших времен, еще в дохристианскую эпоху, столб являлся культовым местом. В X веке на вершине был возведен храм, останки которого были обнаружены в 20 веке. Наверх я не поднимался, поскольку туда разрешено подниматься только монахам. Тем не менее, место очень атмосферное, я попал сюда рано утром, и за все время нахождения на территории монастыря я не встретил вообще ни одного человека. Возможно, это и позволило мне в полной мере насладиться красотой и уединенностью этого места, очень сильно напоминающему декорацию к какому-то сказочному фильму в жанре фэнтези. После столпа Кацхи я двинулся дальше на запад. Впереди было несколько дней пути. Я побывал в Кутаиси, погулял по городу, сходил на экскурсию в пещеру Прометея в 20 километрах севернее от города. Через пару дней я оказался в месте под названием каньон реки Акаце. Это экскурсионная тропа, проложенная по краю каньона на высоте 140 метров над рекой Акаце. Если кто-то из моих зрителей запланирует поездку к каньону, имейте в виду, что по понедельникам тропа не работает, а цена за вход составляет 15 лари или $5,5 с человека. От визит-центра до самого каньона вам предложат проехаться на машине местные таксисты, но идти совсем недалеко, поэтому пользоваться такой услугой совсем не обязательно. Тем более, что дорога к каньону проходит через красивый, очень ухоженный и сказочный лес. В 7 километрах от каньона находится водопад Кинчха, который я лично отметил бы как один из самых красивых водопадов, которые я когда-либо видел. Водопад состоит из двух каскадов. Первая ступень имеет высоту около 100 метров, а вершина водопада располагается на высоте 1100 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовалось небольшое озеро, вода из которого спускается далее через вторую ступень каскада. Этот каскад слабее и меньше по высоте, всего 20 метров, но он не менее красивый. Говорят, что недалеко от водопада были найдены следы построек из белого камня. Вероятнее всего, здесь когда-то находились купальни грузинских князей. Я был у каньона и водопада в конце мая, и несмотря на хорошую, но переменчивую погоду, туристов здесь не было. Поэтому для тех, кто любит красивые уединенные места поближе к природе, эти достопримечательности являются обязательными к посещению. Дополнительно хочу отметить, что в окрестностях Кутаиси, кроме тех мест, где был я, есть еще одна важная достопримечательность, которую я просто не могу не упомянуть, несмотря на то, что я там не был. Это Мартвильский каньон. Также очень красивая природная достопримечательность, где имеется возможность даже на лодке проплыть по реке, окруженной высокими живописными скалами. Если вы используете для передвижения автомобиль, то вполне возможно успеть даже за один день посетить все эти места. Находясь у водопада, я впервые увидел на горизонте снежные вершины главного Кавказского хребта. Именно туда я и собирался направиться. Впереди у меня была самая сложная и вместе с тем интересная часть моего маршрута. Я планировал попасть в самую высокогорную часть Грузии, в Верхнюю Сванетию. Этот регион, знаменитый своими башнями, располагается на южном склоне главного Кавказского хребта, по которому проходит государственная граница между Республикой Кабардино-Балкария, входящей в состав Российской Федерации, и Грузией. Верхняя Сванетия является настолько удаленным регионом, расположенным глубоко в горах, что на протяжении истории туда не доходили практически никакие завоеватели. В результате сваны, как называют народ, который там живет, сумел сохранить свою культурную идентичность. Они даже имеют собственный сванский язык, который является родственным грузинскому. Даже сейчас Верхнюю Сванетию ведет всего две дороги. Одна из них соединяет Местию, административный центр Верхней Сванетии, и город Зугдиди.
Это хорошая асфальтированная дорога, по которой ездят автомобили, автобусы, возят туристов. По этой дороге я планировал ехать в обратном направлении. А попасть в Местию я планировал через горную дорогу Лентехи-Ужгули, проходящую через перевал Загар, находящийся на высоте 2616 метров. Эта дорога представляет из себя грунтовку разной степени убитости длиной 110 километров. Дорога проходит по совершенно диким местам вдалеке от туристов и какой-либо инфраструктуры. Преодолеть перевал, через который проходит дорога, можно только на внедорожнике, мотоцикле или велосипеде, и только в период с июня по сентябрь. Этой дороге National Geographic посвятили один из фильмов в документальном цикле «Самые опасные дороги мира». Перевал Загар абсолютно непредсказуем в плане погоды. При неблагоприятном стечении обстоятельств дорога буквально за часы может превратиться в грязевое месиво и стать абсолютно непроходимой. Я об этом знал, поэтому, когда планировал маршрут, даже связывался с другими путешественниками, чтобы узнать их практический опыт прохождения этого перевала на велосипеде. За год до меня велопутешественник из Голландии уже проходил этот маршрут в начале июня. Он меня успокоил, что в это время снег местами хоть и встречается, но перевал уже открыт. Полной решимости, смелости и уверенности в своих силах я отправился в дорогу. После села Лентехи погода и дорога становилась все хуже и хуже. Из-за непрерывного набора высоты и близости к снежным вершинам температура воздуха становилась все ниже. Начался дождь, временами переходящий в штормовой ливень и вынуждающий меня делать остановки. К середине дня мне стало понятно, что в текущих условиях преодолеть перевал за один день я не смогу. Я понимал, что если я не успею пройти перевал и спуститься с него до захода солнца, мне придется ночевать в горах. Мысль об этом вселяла ужас. Поэтому к вечеру я без спешки поднялся на высоту 1700 метров и решил заночевать в окрестностях села Цана у подножья перевала. Прямо у дороги мне встретилась какая-то сельскохозяйственная постройка. Она стала для меня хорошим укрытием от непрекращающегося дождя, ветра и холода. Я хорошенько отдохнул, полной решимости с утра уже со свежими силами пройти перевал, а следующую ночь провести у кого-то из местных жителей в селе Ужгули. Встречая закат, я глядел на снежные вершины вокруг меня и успокаивал себя надеждой на то, что на перевале будет не так много снега, как на этих горах вокруг. Я переночевал, быстро собрался и, невзирая на нелетную погоду, отправился на перевал. Дождь шел непрерывно, по склонам текли ледяные реки стающих ледников Кавказских гор. Эти речки глубиной до полуметра приходилось преодолевать практически вброд, потому как никакого альтернативного маршрута в этих местах нет. Ты идешь туда, куда тебе позволяют идти горы. Через час дождь сменился мокрым снегом, еще через час просто снегом. Чем ближе я подбирался к вершине перевала, тем больше становились сугробы. Никакой дороги или даже обозначений, где эта дорога могла бы быть, не было.
Направление движения приходилось непрерывно контролировать по навигатору. Каждые 100 метров пути ввиду непогоды, снега, холода и непрерывного движения в гору давались невероятным трудом. Видимость составляла всего лишь 50-70 метров. В определенный момент я замедлился настолько, что был вынужден остановиться. Я осмотрелся, сверился с картами и осознал, что я стою один посреди Кавказских гор по пояс в снегу. Вокруг меня на километры простирается непроглядная снежная степь. Дорога, точнее то, что было скрыто под метровыми слоями снега, судя по навигатору, уходила куда-то вправо и вверх, и было очевидно, что дальше снега будет еще больше. Я сделал шаг и провалился под снег по пояс. Сделал другой, снова провалился. Навигатор говорил мне, что я нахожусь на высоте 2400 метров, и от вершины перевала меня отделяет всего лишь 2 километра по расстоянию и 200 метров по высоте. В этот момент я осознал, что тонкая грань между настойчивостью и безрассудством проходит как раз по этому снежному склону, что лежит передо мной. Я потратил 3 дня для того, чтобы добраться до этой точки, и сейчас вынужден был признать, что на этот раз горы оказались сильнее меня. Я принял решение отступить и повернуть назад в поисках другого пути.